Наверняка все вы слышали о таком исконно славянском празднике, как Масленица. Его еще часто называют блинной неделей. В этом видео я расскажу вам о сути этого праздника, о символе Масленицы и как это вообще связано с блинами, какие традиции были раньше и какие остались в наши дни, и почему в последний день Масленицы сжигают чучело и все просят друг у друга прощения. Кто это? Масленица. И когда придет? Масленица – это языческий праздник, который со временем был изменен под формат православной церкви. В дохристианской Руси это празднование называли «проводы зимы», и именно в этом заключается суть праздника. В старину верили, что весне нужно помочь одолеть зиму, и для этого устраивали широкие народные гуляния. 90. А что это? Это масленица. Маслиш? Это Блинная ярмарка. Блинная ярмарка. Завтра последний день праздника. Поворачивай на ярмарку. Масленица каждый год выпадает на разные даты, потому что она привязана к Пасхе. Празднуют Масленицу за 7 недель до Пасхи, с понедельника по воскресенье. Наши предки в языческую эпоху почитали солнце как божество. Отсюда и все круглые символы этого праздника – блины, украшенное лентами колесо и, по сути, все, что по форме олицетворяет солнце. Традиции празднования Масленицы уходят корнями в глубины славянской истории. И сегодня эти традиции возвращаются, и праздник приобретает всенародный размах. Главный герой всех традиций и обрядов, конечно же, был и остается Его Величество блин. Блины пекут по всей стране каждый день в течение блинной недели. Егорка красная, черная. И красная, и черная. Ох, икра. Блины. Блины. Есть даже много пословиц и поговорок про блины. Например, без блинов не масленица, блины солнцу родственники, масленица идет, блины да мед несет и множество других. Кстати, если вы хотите поучаствовать в этой славянской традиции и испечь блинов, то предлагаю вам свой рецепт. Ссылку вы увидите сейчас в правом верхнем углу или найдете в описании к этому видео. Среди самых популярных развлечений, которые устраивали в старину, были кулачные бои, к которым мужчины очень тщательно готовились, специально парились в бане, сытно ели, чтобы набрать силу. Хорошо. Еще одна обязательная традиция – это катание на санях с ледяных горок. Это было и остается главным развлечением детей и молодежи. Эти горки имели особый смысл, их всегда ярко украшали, и разные села соревновались между собой, чьи горки наряднее. И важнейшая традиция, которая берет корни в древние времена и сохраняется до сих пор, это сжигание чучела. Это всегда кульминация масленичной недели. В качестве чучела, которое приносится в жертву, из соломы и тряпок изготавливали большую куклу. Ее наряжали в женскую одежду и оставляли на главной улице деревни на время масленичной недели, а в воскресенье торжественно несли за пределы деревни и сжигали. Но на самом деле это не просто пустая забава. Ритуальное сжигание куклы имело очень глубокий смысл. Уничтожить этот символ считали необходимым для воскрешения его силы весной в виде плодородной земли.
Но в воскресенье принято не только сжигать куклу, но и просить друг у друга прощения. Прощенное воскресенье – так называется этот день. Привет. С праздничком. Простите меня, Христа ради. За что? Так ведь прощенное воскресенье нынче. Бог простит, прости ты меня, грешно. Прости. Это, можно сказать, вклад православной церкви в языческий праздник Масленицы. В этот день верующие просят друг у друга прощения. Суть в том, что на следующий день начинается Великий пост, и считается, что нужно очиститься от плохой совести и приступить к посту с доброй душой. Православные таким образом стараются сосредоточиться на духовной жизни, очиститься от грехов и с чистым сердцем встретить Пасху. Но о Пасхе мы поговорим уже в другой раз. Спасибо за ваш интерес и до встречи в следующих видео.